Можно начинать. Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствуем вас из чудесного осеннего Петербурга. Мы продолжаем книжный маяк. И сегодня у нас в гостях Майк Джордж, наш большой друг. Уже по прошлому книжному маяку вы, возможно, его помните. Это писатель, это мотивационный спикер, это автор большого числа книг, в том числе по йоге, по тому, как понимать любовь, как относиться к этому миру так, чтобы мир был тебе дружественен, а не враждебен. В общем, можно сказать, что Майк еще и большой философ, и поэтому с ним всегда очень интересно и очень познавательно вести беседы, потому что он дает нам особый взгляд на происходящее, особый взгляд на мир. Сегодня мы в этом убедимся на протяжении ближайшего часа. Mike, we're very glad to see you and to tell you hello from this wonderful festival of books and knowledge and everything. So now the microphone is yours. Please, we'll be very glad to hear from you. Thank you very much, and a very good morning to you and to everyone. And thank you very much for tuning in, or should I say zooming in. Большое спасибо вам за это приветствие, и большое спасибо и добро пожаловать всем. Спасибо за то, что, как сказать, мы подключились или подзумились. Pleasure to be with you again after our adventure last year and to come back and say hello. And I think the topic is slightly different this time. It's about this something called a new reality. Я очень рад тому, что мы спустя год опять встречаемся с вами. Тема в этот раз немножко другая. Это то, что называется новой реальностью. And of course, the world is always changing, but I think the changes that we've seen in the past couple of years have been more severe and drastic than ever before, and there's more to come. Разумеется, наш мир меняется постоянно, но те перемены, которые мы увидели за последние 2 года, были гораздо более драматичные, серьезные, и мы ожидаем даже большего. So the purpose now is really to explore some of those changes and get a sense of how we as individuals can, should, will, could, would deal with those changes a little bit more effectively. И поэтому наша цель разобраться немножко побольше в том, что это за перемены и каким образом мы, люди, будем, сумеем, сможем, постараемся справляться с этими переменами более эффективно. So the subheadline of the title is master or victim, or master or slave, really, slave or master. Which one will you be as these new, radical, exponential changes take shape in the world? И поэтому подтема нашей сегодняшней темы – это хозяин или раб. Какую роль вы займете, пытаясь справиться с теми переменами, которые сейчас нарастают в этом мире лавинообразно? And once again, I'm just sharing some ideas and some insights from my own experience down through the years. And I'm going to say to you, once again, please don't just believe what I say, obviously. But, of course, the challenge is to see for oneself. И, конечно, я буду делиться своим личным опытом, какими-то своими личными соображениями, и дальше уже все зависит от вас. Принять это, поверить это и каким-то образом соотнести это с вашим личным опытом, с теми вызовами, с которыми вы сталкиваетесь. So I'm going to, instead of having you have to look at me for the next half an hour, I'm going to share my screen and take you through a few ideas, a few insights, which may or may not be useful. И вместо того, чтобы вам смотреть на меня на протяжении следующего получаса, я поделюсь картинкой на экране, и посмотрите, может быть, эти вещи окажутся вам полезными. So if I do that, and then I do that, and yeah, I think we see the title, Facing a New Reality. And will you be a slave of that reality, or will you be able to be the master and not be affected by the forthcoming changes? And underlying everything that I share with you, there are 4 principles.
И вы видели сейчас тему нашей беседы. Это то, каким образом нам встретить лицом новые вызовы, будучи рабом или будучи хозяином. И в основе того, о чем я собираюсь говорить, лежат 4 принципа. Consciousness is what you are, basically. And that sounds easy, but of course, we've learned to build our sense of who I am out of what I'm not. And that's where all suffering comes from. Сознание – это первое, и сознание – это и есть на самом деле то, чем вы и являетесь. На первый взгляд кажется, что это очевидно, но мы привыкли себя отождествлять на самом деле с тем, чем мы не являемся. Second principle is what's called self-responsibility, and it's what we all need to kind of realize. That means I'm responsible for my own thinking, my own feelings, my own decisions, not anyone or anything else. Второй принцип – это взять ответственность на себя. И это та вещь, которую нам очень важно осознать. Именно я отвечаю за то, что я думаю, за то, что я чувствую, за то, что я решаю, а не кто-нибудь или что-либо еще. And then there's the necessity to be curious, or curiosity, basically. This is what we all need to practice if we're going to understand and be able to respond more effectively to what's going on around us. А следующая вещь – это любознательность, любопытство. Это та вещь, которую нам обязательно необходимо внести в свою жизнь, если мы хотим как-то правильно реагировать на происходящие перемены. And in that process, there will be emotional upsetness. You will be affected by the world around you. And emotion is a little bit like the sun. You know, you see the energy of the sun flaring and then coming back and re-merging with the sun. And our emotions are a little bit the same. И четвертая вещь, в этом процессе нас ждет своеобразный эмоциональный взрыв. Это нечто, что можно сравнить с солнцем, да, которое свою энергию, свой жар, оно выбрасывает из себя, а потом опять вбирает внутрь себя. И с нашими эмоциями происходит приблизительно то же самое. They're not good, they're not bad, it's not right, it's not wrong. Whether you're emotional or not doesn't really matter. Это не что-то хорошее или плохое. Нельзя сказать, что это правильно или это неправильно. Каковы ваши эмоции? На самом деле это и не так важно. But it does tend to be the sign that there's something you need to change within yourself. Это своего рода знак, сигнал, что вам нужно что-то поменять у себя внутри. We've learned to believe that emotional reactions to what's going on is okay, but it's for a human being, it's a form of suffering. Мы привыкли считать, что вот те эмоции, с какими мы реагируем на происходящее, да, для человека это нормальная вещь. На самом деле это очень часто принимает форму боли, страдания. Unless, of course, you've become addicted to the emotions that you create, and therefore you will feel exhausted by those same emotions eventually. Если вы становитесь зависимыми от этих эмоций, которые вы создаете, то в конечном счете они исчерпают вашу силу. But that's probably another seminar. Но, возможно, это тема для другого семинара. So, first of all, step number 1 is being aware of the drivers of change. What's causing the changes that we're watching? Самая первая вещь здесь, такой первый шаг, это осознать, что именно вызывает те перемены, которые мы сегодня наблюдаем. All to do with technology. Это все связано с технологиями. We're living in the age of convergence. Мы живем в эпоху конвергенции. Only 20 or 30 years ago, we used to have separate phones, separate computers, separate calculators, separate weather predictor, but now it's all in one tiny instrument which goes in your pocket. Всего лишь лет 20-30 тому назад мы все жили с отдельными телефоном, отдельным компьютером, калькулятором и так далее. А сейчас это все в одном гаджете, который умещается у вас в кармане. And so this is causing huge disruption in how we communicate and work together. И это вызывает очень большие помехи в том, каким образом мы взаимодействуем, общаемся, работаем вместе.
The faster this happens, the faster change happens, the faster we have to deal with new realities. Потому что чем быстрее все происходит, чем более быстрые перемены, тем быстрее нам нужно как-то реагировать, иметь дело с этой новой реальностью. And now we have what's called AI, or artificial intelligence, which is really a game changer. И еще одна вещь, которая у нас сейчас есть, AI, искусственный интеллект, который действительно очень сильно меняет все. Some have decided to see artificial intelligence as the biggest threat to humanity itself. Некоторые видят искусственный интеллект как величайшую угрозу, собственно, для всего человечества. Well worth curiously researching how it operates and how we're going to use it. И есть исследователи, которые очень опытны в этом и которые глубоко работают над тем, как он работает, как его использовать. And of course, that's leading to what's called increased automation. И, конечно, это приводит к тому, что называется нарастающей автоматизацией. Which means the disappearance of work as we have come to know it. А это означает исчезновение тех форм работы, к которым мы привыкли. In many more areas of society, it could be your area. Во многих областях общественной жизни, деятельности это все переходит на электронный режим. And in each country now, we're seeing the rise of what's called a new technocracy. И мы буквально в каждой стране наблюдаем то, что называется подъемом технократии. Certainly in democratic societies, technocracy is taking over. И в демократических, по крайней мере, обществах технократия действительно приходит к власти. Because essentially that's where the power of change lies. Потому что, по сути дела, сила, стоящая за переменами, она как раз в этом. So what used to be traditionally known as politicians, they're now trying to be the controllers of the technological development. И поэтому те, кто традиционно назывались политиками, в настоящее время пытаются взять в свои руки контроль над технологическим развитием. So everything is becoming digitized. Сейчас все переходит на цифру. Education, your taxes, your journeys, your holidays, everything is now digitized. И образование, и система налогообложения, и ваши отпуска, каникулы, поездки, сейчас все это оцифровано. And then on top of all that, we've got something called climate change, which of course is the big issue of the day. И затем поверх всего этого у нас имеются изменения климата, что, конечно, является очень серьезной проблемой в настоящее время. But that again is another seminar. Но, опять же, это тема для другого семинара. But you put all these together and you get incredibly rapid, uncontrollable, unpredictable change. И если мы соберем все эти факторы вместе, то мы увидим, что это огромное количество стремительных, непредсказуемых, неконтролируемых перемен. But wait a minute, are these not all signs of entropy? Но, постойте, а не является ли все это признаками энтропии? If you haven't explored the idea of entropy yet, then I would suggest you make yourself familiar with this one particular law of thermodynamics. И если пока вы не познакомились с понятием энтропии, то я хотел бы, чтобы вы действительно поглубже узнали об этом законе термодинамики. In essence, this law says that all energy moves from order to chaos. Если говорить вкратце, это закон о том, что вся энергия стремится от упорядоченного состояния перейти к хаотичному. So while these drivers, these technological drivers of change look like focus, more focus, are they really in disguise symptoms of further increasing chaos? И интересно, что все вот эти признаки, о которых мы говорили, о технологическом развитии, хотя вроде бы кажется, что это способствует большей фокусировке, концентрации, но, может быть, это в скрытой форме показатели нарастающего хаоса. And many will say, yes, it is, because it is really the rise of the machines. Machines are taking over everything that we do. И многие скажут, что да, это так и есть, это в буквальном смысле восстание машин. Машины в настоящее время захватывают власть над всем тем, что мы делаем. But of course, many
simply call it progress. Хотя, разумеется, многие называют это просто-напросто прогресс. And that's how they justify these levels, these speeds of development. И таким образом они обосновывают эти уровни или эти темпы развития. So one way of understanding more specifically of what's happening Один из способов разобраться в том, что же происходит, собственно говоря, is what organizations have started to do is to use what's called VUCA. это то, что начали делать организации. Некоторые это называется ВУКА. And VUCA is really the art of anticipating change. По сути, это искусство предвидеть перемены. V stands for volatile. V здесь означает волатильность. And that means getting a sense of the pace and the nature of change that we're facing, kind of like I'm kind of presenting to you right now, to get an overall vision of what's going to happen. Это, можно сказать, такое создание для себя общей картины скорости, природы происходящих перемен, своеобразное видение того, что, собственно, сейчас происходит. But for that, you need to be calm and not emotionally volatile, because your emotions will cloud your ability to create a clear vision. Но для того, чтобы такое ясное видение у вас сформировалось, вам внутренне нужно быть уравновешенным и спокойным. Этой волатильности не должно быть в ваших эмоциях, иначе они затуманят ваше видение. U stands for the uncertainty that lies ahead. In other words, can the change be predicted? Can the effects of such changes that are coming, that I've kind of set the context around, is that predictable and therefore understandable? Следующая буква U в этой аббревиатуре, ВУКА, U, обозначает uncertain, непредсказуемость, иными словами, неопределенность. Те перемены, которые сейчас происходят, возможно ли их предсказывать или есть ли какая-то определенность насчет последствий этих перемен? But for that, you need to be quite flexible in your ability to perceive. И чтобы это понять, вам нужно быть достаточно гибкими в своем восприятии, способности воспринимать. Not be attached to preconceived ideas or attached to the way you would like it to go. То есть вы не должны быть привязаны к каким-то уже сформировавшимся у вас представлениям, к тому, как это влияет на вас. And then C stands for complex. In other words, what is the complexity, the complication of the change that's about to take place? What issues, what chaos is going to occur? And that requires clarity. Следующая буква в этой аббревиатуре – это C. Она здесь означает комплекс, сложность. Сложность тех процессов, тех перемен, которые сейчас происходят. And to be clear, I need insight. And I can't be insightful if I'm affected by the changes that are taking place. На этот счет мне нужна ясность. И только тогда, если у меня есть вот такое внутреннее видение, внутренняя ясность, я смогу правильно понимать происходящие перемены и справляться с ними. I can't be insightful if I'm attached to and holding on to a set of beliefs that I've learned on my journey so far. Но я не смогу в этом внутреннем своем видении достичь ясности, если я привязан к каким-то старым идеям, представлениям, которые я использовал в своей жизни до сих пор. And the A stands for ambiguity. In other words, do I have the capacity to make meaning, to see through the obscurities and the shifting realities? And for that, I need to be agile in my thinking, in my perceiving. И, наконец, буква A в этой аббревиатуре, она обозначает ambiguous, двусмысленность. И здесь мне очень важно, чтобы мое понимание реальности было свободно от такой двусмысленности, от туманности. Мне нужно быть очень быстрым, что ли, сообразительным в том, как анализировать происходящее. You're doing really well, Andre. I'm sorry, this is not your usual language, probably.
I'm trying to, to be the master of change. Yes, fantastic, fantastic. Well done, well done. So to be agile, I need to be intuitive. I need to be able to exercise, tap into my intuition. Для этого мне требуется интуитивность. Мне нужно быть способным открыть для себя доступ к своей интуиции. And your intuition will always have you dancing. It's never fixed, it's never certain, but it will always have you looking at different feelings that are taking place. Интуиция, то, что такой своеобразный внутренний танец, потому что никогда нет какой-то определенности, нет устойчивости, все время нужно очень внимательно оценивать ваши эмоции, происходящее. So this is what's called VUCA, and this is what organizations use, it's what individuals use, mostly in the context of organizational change and the big picture change. И вот это то, что в целом называется ВУКа, и это то, что в настоящее время используют разные структуры, разные организации для того, чтобы иметь дело с происходящими переменами. But to be able to use VUCA really well, I need to be free on the inside. I need to be free in my consciousness. Но для того, чтобы по-настоящему хорошо этой ВУКа воспользоваться, мне нужно быть очень свободным внутренне, свободным в своем сознании. In other words, in order to be calm, I need to be free of conflict and confrontation, either with other people or even within myself. Иными словами, для того, чтобы сохранять самообладание, быть спокойным, мне нужно быть свободным от конфликта, как конфликта внутри себя, так и конфликта с другими. And so to be insightful, I need to be free of confusion. I need to be able to see clearly. I need clarity of perception. Для того, чтобы приходили внутренние прозрения, мне необходимо быть свободным от внутренней путаницы, смятения, ясное видение. To be flexible, I need to be free of rigidity. I can't afford to hold on to any beliefs or any ideas or any preconceived notions of what's going on. Чтобы быть гибким, мне необходимо освободиться от жесткости, негибкости в плане каких-то предубеждений, каких-то старых концепций, взглядов, представлений на происходящее, к которым я привык. To be intuitive, I need to be free of this thing called the ego, the emotion, which gets in the way. It creates noise and doesn't allow me to hear the subtle feelings that are coming from within my consciousness. И чтобы быть интуитивным, развить интуицию, мне нужно быть свободным от того, что называется эго, от тех эмоций, которые порождают у меня внутри шумы, помехи, не дающие по-настоящему расслышать то, что подсказывает мне моя интуиция, что происходит у меня в сознании. Ego really means a false sense of self. Здесь эго по-настоящему означает ложное сознание своего «я». And we create the ego when we attach to something tangible outside or intangible inside, and we use what we're attached to build our sense of identity. Это эго у нас создается, когда мы привязываемся к чему-то, либо у нас внутри, либо к чему-то внешнему, осязаемому, и дальше опираемся на это внешнее, осязаемое, как подтверждение смысла нашего существования. Отождествляем себя с ним. And then when something happens to what we're attached to, it feels like it happens to me, and therefore I become emotional. И когда с этим внешним осязаемым что-то случается, мне кажется, что это не с ним случилось, это случилось со мной. И это вызывает у меня взрыв эмоций. This is why most of us are not free on the inside. И как раз поэтому большинство из нас не являются внутренне свободными. So it's necessary to understand the internal context as much as the external context. Поэтому необходимо понимать, насколько важно понимать внешний контекст, настолько же важно понимать и контекст внутренний. Once again, this is another seminar. Но опять же, это тема для другого семинара. This is just one example of what takes place on the inside. Это просто один из примеров того, что происходит у нас внутри.
which begins to illustrate whether you're walking the path of the slave or the path of the master. И это показывает, какой путь вы для себя выбрали. Это путь хозяина или это путь раба. And you can explore this for yourself or look in this mirror and see which path you're walking most of the time. И вы можете сами на себя посмотреть в зеркало и понять, по какому пути вы идете большую часть времени. In very simple terms, the path of the slave is what you give your attention to. That's how it begins. Если очень просто, путь раба. На что вы обращаете внимание? То есть с чего это начинается? In a sense, consciousness is attention. Attention is consciousness, in a sense. В каком-то смысле сознание – это и есть внимание, а внимание – это и есть сознание. В каком-то смысле это так. So I see across the street, in the window in the shop, a dress or a suit gets my attention. Я смотрю на витрину, идя по улице, и какой-то костюм, какое-то платье привлекает мое внимание. And I walk over to the window, it attracts me. I go to look at it because there's an attraction to that object in the window. И это меня привлекает. И я делаю несколько шагов, я приближаюсь к витрине, чтобы получше разглядеть ту вещь, которая там выставлена. And of course, my thoughts are, I want one of those. И, разумеется, у меня идут такие мысли, хорошо бы и мне такой костюм, такое платье. So the dress or the suit is not now in the window, it's in my consciousness, it's on my mind. То есть та выставленная в витрине одежда уже не в витрине, она у меня внутри, она у меня в уме. 3 miles down the road, I'm still thinking about the dress or the suit, and so therefore I'm attached to it in my consciousness. Я уже отошел на 3 километра от этого магазина, но я по-прежнему продолжаю думать про этот костюм, про это платье. Это означает, что в своем сознании я привязался к ним. Eventually I will buy the dress or the suit and I'll wear it and I'll feel great and I won't want to take it off because it makes me feel so good. А в конечном счете я куплю и надену этот костюм, это платье, и я буду чувствовать себя превосходно, потому что я себя отождествляю уже с ним, и я чувствую, что когда я в этом костюме или в этом платье, у меня все отлично. And now I'm addicted. I am addicted to that object which makes me feel, which I mistakenly believe makes me feel good in myself. У меня сформировалась зависимость. Сейчас я зависим от той вещи, которую я ошибочно стал воспринимать именно так. Когда она у меня есть, то мне хорошо. What you're addicted to is what you're a slave to. И то, к чему у вас сформировалась зависимость, это и есть то, рабами чего вы являетесь. That can be a person, a position, an object, a place, a memory. Это может быть какой-то человек, это может быть ваш статус, это может быть вещь, может быть какое-то место, какое-то воспоминание. And whatever you get addicted to, you will have to pay the price eventually, and that's called atonement. Но если вы к чему-то привязались, если вы стали от чего-то зависимыми, в конечном счете вам придется дорого заплатить за это. И это называется покаянием, искуплением. You will have to detoxify your consciousness. Вам придется за это расплачиваться, вам придется пройти детоксикацию вашего сознания. This is why all addiction leads to suffering of some kind. Именно поэтому вообще любые зависимости приводят к тем или иным страданиям, в конце концов. So really I'm unfree. I'm not free on the inside. I'm needy on the inside. I want what I'm addicted to. I want more of it. Получается, что я в буквальном смысле слова порабощен, я не свободен, я завишу от того, к чему у меня пристрастие, влечение, я хочу иметь это, хочу иметь все больше этого. Whereas the path of the master does not disidentify or misidentify with anything they are not. А путь хозяина другой. Хозяин не отождествляет себя ошибочно с тем, чем он не является. So I'm not British, but I don't say that at passport control. I don't show them the passport and say, well, it's not really me. I play the game
And the game is the game of labels. I speak the language of labels. Да, когда на паспортном контроле нас проверяют, да, то я британец или я такой-то, это моя фотография. Это, по сути дела, это все игра в ярлыки. Это не настоящее я. That allows me to be detached, to be slightly apart from everything that's going on. А путь хозяина помогает мне несколько отрешиться от этого, отрешиться от всего того, что там вовне меня происходит. That does not mean I do not care or I avoid. It means I'm not busy with what I'm attached to. Это не означает, что я все это игнорирую или что я обеспечен. Нет, просто я не погружаюсь во все эти вещи, я не привязан к ним. And therefore I'm more available. А следовательно, я и более открыт, более доступен. And I need to be detached. In other words, I need to free the energy of my consciousness from attaching to something, because I need to be able to look clearly at whatever it is and discern what is true, what is false, what is right, what is wrong, and essentially practice discernment. Это очень важно, как бы отступить в сторону внутренне, отрешиться от всего этого для того, чтобы быть свободным и для того, чтобы можно было адекватно оценить происходящее, что, собственно, происходит, что правильно, что нет, для того, чтобы ясно различить. And I need to discern well, because every day I have to make hundreds of decisions. А различать очень хорошо мне необходимо, потому что мне каждый день доводится принимать сотни разных решений. And life is about making high quality decisions. И наша жизнь, она про то, чтобы принимать решения высокого качества. Ask any leader or manager and they will tell you how true that is. Спросите любого руководителя, любого менеджера, лидера, и они подтвердят вам, что да, это действительно так. And now I'm free on the inside to be determined, to determinate. To terminate means to end something. To determinate means to never end in carrying my decision through into action. И сейчас, поскольку у меня такие ясные решения, у меня появляется и решимость, то, что по-английски называется determination. Termination – это означает окончание, покончить с чем-то, а determine означает, что у меня есть достаточно силы для того, чтобы не заканчивать, не бросать на полпути, но доводить до конца задуманное. And that's why the master is always free to do the right thing at the right time and the right way. И поэтому хозяин, он всегда свободен, волен, чтобы делать нужные, правильные вещи в нужное время. So there's you and then there is the world. Итак, есть вы и есть мир. But the question is, in your own mind, Но вопрос тут такой, вот у вас в уме, and the mind is just a function of your consciousness, а ум – это не что иное, как функция вашего сознания. are you shaping the world, Вы ли формируете мир? or is the world shaping you? Или мир формирует вас? Yeah. So, for example, if you've learned to believe the world's a dark and dangerous place, then you will create the world as a dark and dangerous place. Ну, допустим, если вы привыкли воспринимать мир как темное, как опасное место, вы будете его так видеть, и вы будете создавать вокруг себя именно такой мир, как темное и опасное место. So you will not be the master of the world. You will always see the world in a certain way that you've learned, and it will then impose itself on you. It will shape you. И, следовательно, вы никогда не будете хозяином мира. Вы будете воспринимать мир так, как вы когда-то приучили себя, и таким образом этот мир будет постоянно влиять на вас. Мир будет формировать вас. It will shape your perceptions and your thoughts and your decisions. Мир будет формировать ваше восприятие, ваши мысли, ваши решения.
And you know it's doing that every time you go, oh, isn't that terrible? Isn't that bad news? Isn't that awful? Oh, God, what am I going to do? Да, и вы знаете, это часто такое случается, когда, что бы ни происходило, да, у вас такое восприятие. Неужели? Опять вот это? Опять такие плохие новости? О, Боже, что мне теперь делать? And this is what happens when we're overwhelmed by change that's taking place out there in the world. Это вот то, что происходит, когда мы подчинены тем переменам, которые случаются там, в мире вокруг нас. But when you know yourself as consciousness, А когда вы знаете себя как сознание, then you know yourself as a creator of perception, когда вы знаете себя как творца своего восприятия, so then you're choosing how you see the world. в этом случае выбор делаете вы. Каким образом вы смотрите на мир. And that's mastery. В этом состояние хозяина. Whereas when you allow the world to shape your thoughts and feelings, that's slavery. А если вы позволяете миру формировать ваши мысли, ваши чувства, то это состояние рабства. So the process goes something a little bit like this. То есть процесс выглядит немножко вот так. You create the world out there according to your state of being in here. Вы создаете мир там, снаружи, в соответствии с тем, какое состояние у вас здесь, внутри. So as you believe, in other words, if you believed that I'm an idiot, then you will perceive me as an idiot. То есть какое у вас убеждение, скажем, вы убеждены в том, что я идиот, и вы тогда воспринимать меня будете именно так. As you perceive me out there, then that's how you create me in your consciousness. А как вы меня воспринимаете, такого меня вы и создаете у себя в сознании. So you're really creating your version of me. Поэтому, по сути дела, вы создаете свою собственную версию меня. And that's why your version of me is so different from the person next to you who's also relating to me. А ваша версия меня совершенно не такая, как версия меня же у другого человека, который находится рядом с вами и который тоже каким-то образом по-своему меня воспринимает. So as you create me, you project onto me. So if you create me darkly, you're projecting dark energy onto me. А каким вы создаете меня, то вы и проецируете на меня. Если у вас внутри сложился такой темный образ меня, то вы это темное проецируете и на меня, передаете мне. And as you project that dark energy onto me, you're kind of injecting me, you're giving me your dark energy. И когда вы это проецируете на меня, это как инъекция. Вы по-своему вливаете в меня эту вашу темную энергию. You may be smiling and saying, hey, nice to see you, Mike, but in your consciousness, you are thinking, what a stupid fool. И при этом, возможно, вы улыбаетесь, вы говорите мне, привет, Майк, рад тебя видеть, но при этом внутренне вы думаете, ну и дурак же он. So as you inject that energy into me, then that's what you will receive. I will reflect that back to you. Но что вы вливаете в меня, то вы получите и в ответ, потому что это отражается, и я передам вам ту же самую энергию. I'll either call you stupid, or else I'll just quietly send you a lot of dark and negative energy. Я могу либо сразу обозвать вас дураком, либо просто молча послать вам очень много такой нехорошей темной энергии. And that means that the world will always be according to your beliefs. Это означает, что мир вокруг вас всегда будет соответствовать вашим представлениям, убеждениям. Because remember, as you look at me, I am the world in that moment for you. Потому что помните, как вы смотрите на меня. В тот момент я и есть ваш мир. And that's why mastery means checking and ensuring your beliefs are accurate. И вот почему состояние хозяина это означает проверять себя и удостовериться, что ваши представления, ваши убеждения обоснованные, правильные. That requires a deeper self-awareness, and that's the one thing no one, well, generally speaking, really ever teaches us, how to be self-aware.
А это требует очень глубокого самоосознания, чему, по сути дела, нас никто не учит тому, как действительно правильно осознавать себя. So as this new reality takes shape in the world out there, is it overwhelming? Are you seeing it in dark ways or in ways that are accepting and, hey, this is just the way the process is going? И та реальность, которая сейчас формируется там, снаружи, все те перемены, которые происходят, как вы воспринимаете этот мир? Они подавляют вас, порабощают вас? Это темная энергия, как вы ее воспринимаете, которая влияет на вас? Или вы понимаете, да, это просто перемены, они естественные. Все идет так, как оно и должно идти? So the signs and symptoms of slavery. Are you a slave to the world or a master of the world? То есть признаки или симптомы вашего состояния. Вы раб или вы хозяин мира? Well, we kind of looked at the mental process before. Let's look at the attitudinal, the behavior, your behavioral signs of each. And then once again, you can see how you appear in this mirror. И прежде чем мы посмотрим на то, что происходит при этом у нас в уме, давайте посмотрим на поведенческие признаки. И по этим признакам, как по своему отражению в зеркале, вы сможете понять, что же имеет место. The one who is coming from the mindset of I'm a slave to this world, Тот, кто входит в этот мир с такой установкой «я раб», they're always projecting responsibility for how they think and how they feel and what they do outwards towards someone or some situation. такой человек всегда переносит ответственность за то, что он чувствует, за то, что он думает, за то, что он делает вовне, на какого-то другого человека, группу людей, ситуацию. So they suffer from the very popular disease called victimitis. И поэтому такие страдают от очень распространенной сейчас болезни виктимизации. Or it might be something called blameitis. Или это может быть такая болезнь обвинений. It's almost the same thing. They're always blaming someone or something else for their situation. Они постоянно винят кого-то или что-то в той ситуации, в которой они оказались. Or their behavior, their habit is reactitis. And that's when emotion takes over and everything you're doing is just an emotional reaction to what's going on in the world around you. Ну, то есть это как название болезни, да? То жертвит, то обвинит, а следующее – это реактит. Это такая болезнь, при которой вы просто механически реагируете на происходящее в мире вокруг вас, происходящее с вами. I'm sorry if these words are a little bit difficult to translate. I completely forgot you were going to be translating this, Andre. It's okay. We can manage with them. These are universal diseases. Oh, okay, they are, for sure. Okay, or there's something called controlitis. It's when you try to control the behavior, the ideas, the thoughts of others. Ну и, наконец, контролит. Это болезнь контроля, когда вы пытаетесь постоянно подчинить себе, пытаетесь контролировать поведение других, мысли других. Or there is something called dependitis. А есть еще и депендит. Зависимость. It's when you're dependent on another person, you're needy of the presence, of the attention of another person, you're dependent on their opinion of you. Вы зависите целиком и полностью от другого человека, от его присутствия, от его оценки, с его стороны оценки вас, его отношения к вам. And they all have one thing in common. И у всех этих болезней есть одна общая вещь. The emotion of fear. Общая эмоция – это эмоция страха. Or anger. Или гнева. Fear and anger. Гнев или страх. Otherwise known as suffering. Иначе это же называется страданием. This is what we've learned to create for ourselves. We make ourselves suffer. И мы приучились сами для себя это создавать. Мы приучили самих себя страдать.
And I use the word learning literally because that's what we've been taught to do. I'm not saying that the people who taught us are wrong or right, I'm not judging them, but that's what we have been taught. И я это слово «приучили» использую в буквальном смысле, потому что это действительно то, чему мы учились. Нас учили этому другие люди. Я не говорю сейчас, хорошо они делали или нехорошо, правильно или неправильно, я их не осуждаю, но да, нас приучили думать именно так. Whereas the master, the attitude, the behaviors of the master are quite different because they've accepted responsibility for their own thoughts, their own feelings, their own behaviors. А отношение хозяина, оно совершенно другое, потому что хозяин – это тот, кто полностью принимает на себя ответственность за то, что он думает, за то, что он чувствует, за то, как он поступает. So they're much more appreciative of the value and the presence of others. И поэтому он гораздо больше чувствует и ценит присутствие других. Unaffected by their attitude. Он не попадает под влияние их отношения. They're accessible. In other words, they exercise what's called an open door policy. I'm always here. I'm always accessible for you. И поэтому вторая вещь в состоянии хозяина, он доступен, он открыт. Это так называемая политика открытых дверей. Я всегда доступен, я всегда открыт вам. In other words, I fear the presence of no one. Я не боюсь присутствия кого бы то ни было. I'm always available. Я всегда доступен. Yeah, and this is the idea of the enlightened leader, manager, coach. They're always available to help, to support, to encourage. А это и есть идея продвинутого лидера, руководителя, тренера. Он всегда доступен, он всегда открыт, чтобы помочь, чтобы поддержать. They don't see any other person as an enemy. Он не видит другого человека как своего врага. They have no enemies. У него нет врагов. And there's this very deep acceptance of others as they are, as they find them, as they show up. И очень глубокое приятие других такими, какие они есть, какими они показывают, проявляют себя. So even if the other person is in the mode of blameitis or controlitis, there's still an acceptance of that individual. И поэтому, если другой человек настроен на обвинение, настроен на попытки контролировать всех и вся, он такой лидер, такой хозяин все равно способен принять и этого человека тоже. As they are in the moment. Принять его таким, каков он есть на данный момент. And they do their best to accommodate everything and everyone and every situation, every eventuality that occurs. И такие делают все от них зависящее, да, все возможное для того, чтобы принимать всех и вся, любую ситуацию, любые происходящие события. So you can see the difference between the mindset of the slave and the master. Таким образом, вы видите разницу в внутренних установках, в состоянии ума раба и хозяина. It really begins with this second principle I shared at the start of responsibility. I'm responsible for whatever occurs in my life, whereas the slave is always blaming or pointing towards someone else. И на самом деле это все начинается с того второго принципа, о котором я говорил в начале. Взять на себя ответственность. Я отвечаю совершенно за все то, что происходит со мной, происходит в моей жизни, а раб будет перекладывать эту ответственность на других. So the slave will spend all their time and energy being overwhelmed by whatever reality is occurring in the world around them. Поэтому раб будет тратить все свое время, всю свою энергию на то, чтобы быть вот поглощенным влияниями всего того, что происходит в мире вокруг него. They will see it just as something that's affecting them. Он будет воспринимать все это, происходящее там снаружи, как влияющее на него. Whereas the master holds the reality of the world around them as just what is in this moment right now. А хозяин воспринимает окружающую его реальность, окружающий его мир просто как данность, да, на данный момент времени это вот так. It doesn't shape their intention.
И это не влияет на его намерения. It's not necessary to motivate them. Это совсем не обязательно мотивирует каким-то образом его. Their intention, their motivation is coming from inside out, not outside in. Потому что его намерения, его мотивы, они порождаются внутри. Это идет изнутри наружу, а не снаружи внутрь. So while the slave sees the world as always falling apart and therefore is going to negatively affect them, Раб все время этот мир видит как, который вот-вот рухнет, он распадается, а значит, это будет влиять на него. the master accepts the world is just in a process of change, and whatever change takes place is what's just meant to be. А хозяин воспринимает этот мир просто, да, как процесс перемен. И все те перемены, которые сейчас происходят, это данность. So finally, will you be a slave or a master? Being a master is, in essence, being no one, not building your sense of who I am out of what I'm not. И если вкратце подводить итог этому, что значит быть хозяином? По сути, это значит быть никем. Никем в том плане, что я не отождествляю себя со всеми вот этими внешними вещами, которыми я не являюсь. And so the more you practice being no one, the more flexible you are to play the role in the scene, the situation you find yourself in, but not identifying with the role. И чем больше вы это практикуете, да, вот это состояние «я никто», ничто из этого, тем более вы гибкий, тем более вы способны правильно сыграть нужную роль в возникающих ситуациях, не отождествляя себя при этом с этой ролью. And so the more you practice being no one, the more you diminish this thing called the ego, which is the source of all suffering. И чем больше вы практикуете такое состояние, тем больше вы ослабляете то ложное эго, которое является корнем всех страданий. It's not that you don't exist. Это не означает, конечно, что вас не существует. It's not that you stop living. Это не означает, что вы перестаете жить. In fact, paradox is you will feel more alive, more available, more free when you practice being no one. Парадокс как раз в том, что вы будете чувствовать себя гораздо более живым, гораздо более открытым, гораздо более свободным тогда, когда вы практикуете то, что вы – это никто. God, I wish they'd taught me that in school. О, Боже, как хотелось бы, чтобы меня в школе этому учили. So trying to be somebody is an attempt to contradict the truth of who you are. Потому что пытаться быть кем-то – это значит вступить в противоречие с истиной, с тем, кто вы есть. I'm sure you're familiar with this idea is that when you try to be somebody, it means you don't know how to be. Я уверен, что вы знакомы с этой идеей, да? Когда пытаешься быть кем-то, это значит, что ты не знаешь, как быть. And we are human beings. А мы люди, мы живые существа, human beings. And so we're here to be. Beings значит, что мы здесь для того, чтобы be, чтобы быть. But we see ourselves more as here to do. А мы себя видим больше как находящихся здесь не чтобы быть, но чтобы делать, действовать. So allow yourself to remember that life is just a game and you're here to play. Поэтому просто напомните себе о том, что эта жизнь – игра, и вы находитесь здесь для того, чтобы играть. What's more playful? I'm just going to be here, or there's things I have to do. Да, в чем вы чувствуете больше игры? Я просто буду здесь, да, я буду быть, буду. Или я здесь для того, чтобы делать что-то, действовать. The second characteristic of the master is someone who's realized they have nothing. Вторая характеристика хозяина – это тот, кто осознает, что он не владеет ничем, у него ничего нет. And you notice that we always, whenever you say mine, or this is mine, or I own that, or I want one of those, I want to try and own that,
I don't know if you ever noticed, but that's the origin of fear. И не знаю, вы, наверное, это замечали тоже, что всякий раз, когда вы пытаетесь что-то назвать своим, ощутить свои права на что-то, это всегда порождает страхи. Built into every desire is the emotion of fear, the fear that I won't get it or the fear that I'll lose it. Это встроено в любое наше желание. Страхи. Страх, что мне это не достанется, или страх, что я это потеряю. Or the fear that it won't turn out to be as good as I thought. Или страх, что я не окажусь, или это не окажется настолько хорошим, насколько я думал. So the master has realized nothing and no one is ever mine. А хозяин отдает себе отчет в том, что нет ничего и никого, что или кто были бы моими. It's not objects, the acquisition of objects that makes you happy. Не вещи, да, не приобретение, накопление вещей делает вас счастливым. It's the end of the agitation of desire that allows a natural happiness to emerge from inside out. Нет, наоборот, когда заканчивается вот этот взрыв желаний, это и позволяет вам испытывать настоящее счастье. Это идет изнутри наружу. So whenever you think or say, that's mine, they're mine, this is my family, this is my car, this is my house, it's a moment when you're compromising yourself. То есть в тот самый момент, как вы называете кого-то или что-то моим, да, это мой дом, это моя машина, это моя семья, в этот момент вы наносите такой урон самому себе. So allow yourself to remember that nothing and no one actually belongs to me. Просто напомните себе, на самом деле никто и ничто мне не принадлежат. And then you stop becoming attached, you stop misidentifying with what you're not. И тогда вы перестаете попадать в зависимость. Вы больше не отождествляете себя с тем, чем вы не являетесь. That's the end of fear, it's the end of anger. А это значит, что заканчиваются страхи, заканчивается гнев, It's the end of suffering. заканчиваются страдания. The master has realized they're not going anywhere. Хозяин осознал, что он не идет куда-то. In fact, they're always going nowhere. На самом деле, мы всегда идем куда-то. When you believe your need is to be somewhere, you are no longer fully present. А когда вы убеждены, что вам нужно куда-то идти, где-то там быть, это значит, что вы уже не присутствуете полностью здесь. You're absent. Вы отсутствуете. You're trying to be somewhere you cannot be. Вы сейчас пытаетесь быть там, где вы сейчас быть не можете. You're trying to be somewhere you cannot be. Вы пытаетесь быть где-то, где вы быть не можете. And this is a mental process. Это ментальный процесс. It's sometimes called escape. Иногда это называют эскапизмом. We escape into the past, which doesn't exist. We escape into the future, which doesn't exist. Мы убегаем в прошлое, которого не существует. Мы убегаем в будущее, которого тоже не существует. So we're trying to be somewhere we cannot be. Мы стараемся быть где-то, где мы быть не можем. So allow yourself to remember you are always here. Not here, the physical here, but here. Поэтому просто позвольте себе, напомните себе, что вы всегда здесь. Здесь не в смысле какой-то физической обстановки, но вот здесь. Not here as in the opposite of there, Здесь не как противоположность там, but just here. а просто здесь. Now, И сейчас, and now, и сейчас, and now. и сейчас. Here you are. Я здесь и сейчас. Now. Сейчас. It's good. So thank you very much for tuning in, zooming in, and thanks for listening. And I'm not sure if that raises any questions. Большое вам спасибо за то, что вы дали мне подсоединиться к вам, и за то, что послушали меня. И не знаю, возникли ли у вас какие-то вопросы в связи с тем, о чем мы говорили.
Thank you, Mike. Yes, sure. We have a lot of questions, but I'm not sure if we have time for the questions. Александр, как думаете, можем еще мы продолжить? Да, я думаю, что поскольку вопросы поступили, вопросы есть, то несколько минут у нас еще есть. Да. Okay, Mike, thank you very much. It was very, very serious things that you have discussed. And I think that for me, or maybe you will also agree with that, the most difficult thing is to take this responsibility for myself, for my thoughts, for my human being, for everything. So I'm responsible. And it means that there is in the world only me. So I will ask my question in Russian, so everybody could understand. Мой вопрос следующий. Если действительно большинство людей пугает, что когда они берут ответственность на себя, они оказываются как бы одни в этом мире. И вот это чувство, возможно, возникающего одиночества, оно и способствует тому, что человек не может взять на себя эту ответственность, и ему легче быть вот этим рабом, нежели господином своей жизни. Так ли это? Вот это пугает или может быть что-то еще? A person may feel that if he takes responsibility upon himself, he becomes alone. He is alone facing this entire world, and this is what can trigger fears. So how would you comment to that? Yeah, you have to be comfortable being alone. You are alone. Да, на самом деле тут нужно чувствовать себя комфортно, когда вы один, потому что на самом деле вы и есть один. Yeah, but you've learned to, maybe you've learned to believe that being alone is the same as being lonely. Возможно, просто вы привыкли думать, что быть одному – это то же самое, что быть одиноким. If you're prepared to take responsibility for your own life, for your own thoughts, feelings, perceptions, если вы готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, за свои мысли, чувства, восприятия, then you will notice that you connect with others better. то вы обнаружите, что вы и с другими тогда устанавливаете контакты лучше. You know, when you're not dependent on them, you're not needy of them anymore, then you are free. And a free spirit is a happy spirit. Потому что когда вы больше не зависимы от них, вы не под их влиянием, то вы тогда, вы свободны, а свободный дух – это радостный дух. But the thing is not to theorize too much, but is actually to walk in that territory and notice what actually happens. И тут на самом деле не нужно много теоретизировать, тут надо просто практически начать это делать и посмотреть, как это происходит. And it becomes, if you theorize too much, it's the misuse of your imagination. Потому что если вы начинаете чересчур много теоретизировать на эту тему, то вы тогда злоупотребляете вашим воображением. Thank you. Totally agree with this. And the other question is, так бывает, я наблюдаю это повседневно, когда человек начинает выходить из состояния раба, он начинает раздражать очень многих других рабов. И от этого у него появляется ощущение, что, возможно, он делает что-то не так. Откуда возникает вот это раздражение на человека, который хочет и может и является свободным? The next question is that when a person tries to shift from the path of slave to the path of master, it causes irritation of many other slaves. And the one who tries to be a master may feel that he is wrong in a way. Maybe he is doing a mistake. Yeah. What's the cause of that irritation of other slaves? If there's irritation, it means, and it bothers you. Yeah, you know, if it doesn't bother you, let them be irritated. It's part of their learning process. They're learning from you. Тут все дело в том, вот это раздражение других, беспокоит ли оно вас? Да? То есть они раздражаются
пусть раздражаются, да, это их процесс, часть их процесса обучения. Это не должно вас беспокоить. They've become comfortable in you blaming others, just like they blame others. And so you are in their comfort zone. Да, им комфортно, когда вы обвиняете других, точно так же, как и они обвиняют других. Тогда вы находитесь в их зоне комфорта. Now you are changing, and so that's the cause of their irritation, is you're changing yourself, but of course they don't realize that you are in their consciousness. А сейчас вы меняетесь, и это начинает их беспокоить, да, потому что вы выходите из этой их привычной зоны комфорта, но вас это не должно беспокоить, да, это вы сейчас у них в сознании. So you seem to be changing their comfort zone. Да, как кажется, вы приступаете, вы разрушаете их зону комфорта в то время. And if it bothers you, that means you're still dependent. Но если это вас беспокоит, вас тревожит, это означает, что вы по-прежнему зависимы. So freedom from dependency has yet to occur. А значит, освобождению от зависимости еще только Okay, предстоит произойти. it happens eventually. Но это не сразу происходит, конечно, это происходит постепенно. It's all about experimentation and reviewing and then trying something different, then reviewing and then seeing, noticing. Это все вопрос эксперимента, да, я пробую, потом оцениваю себя, потом пытаюсь что-то добавить, что-то изменить, опять пробую, опять оцениваю себя, наблюдаю. Thank you. That's really interesting and I think very useful for everybody. Мы в ежедневной жизни, по сути дела, каждый день боремся вот с этим внутренним рабом. Почти по Чехову, да, у нас все. Получается, что так или иначе в каждом человеке уживается вот какая-то частица раба, какая-то часть господина своей жизни, хозяина своей жизни. Вот как вы оцениваете, если взять в процентах, сколько в вас на сегодня раба, сколько в вас на сегодня этого самого господина? There is a fight going on inside human beings. Some part of us is a slave. The other part is a master. So if you check yourself, how would you estimate at present the percentage to to what extent are you a slave and to what extent are you the master? It used to be 80% slave, 20% master. Раньше я был на 80% рабом, на 20% хозяином. That was over 30 years ago. Это было лет 30 тому назад. Today it's the other way around. А сейчас с точностью до наоборот. It's 80% master, 20% slave. Сейчас на 80% хозяин, на 20% раб. But you know the old saying, the last 10% of the journey is the hardest. Но вы знаете, да, есть поговорка о том, что последние 10% пути самые трудные. And that means you can't really quantify in a percentage what we're talking about here, which is really the quality of your consciousness. А это означает, что на самом деле здесь дело не в цифрах, да? Тут нельзя процентом это оценить. На самом деле мы говорим не о количестве, а скорее о качестве сознания. So while we have a little bit of fun with numbers, we can't take it that seriously, really. Поэтому, что касается цифр, то это просто для забавы, конечно, можно так оценить, но по-настоящему это не так происходит. Yes, I agree. That's very serious thing, and a lot of you give us a lot of ideas to think about. And I think that we have 2 minutes left. The last question is about I like that slide. I took the picture of your slides where there were 5A and 5D. 5A of slaves behavior and life, and 5D of masters one. So what do you think? Is it a kind of instrument, a kind of method how to go for a slave or not to be slave and to become a master?
Can we call them instruments? So you can tell us, okay, I gave you all the instruments, now you're ready, go, be a master. No, definitely not. Вопрос по-русски тогда. Ой, Вы прошу скажете, прощения, да. Мой вопрос следующий. Был чудесный слайд 5A для поведения, которое описывает такое рабское состояние человека, и 5D для поведения, которое описывает состояние человека как господина своей жизни. Вот мой вопрос, мне даже слово «господин» больше нравится, чем «хозяин». То есть я владею собой, владею над собой, над своими мыслями. И мой вопрос такой, можно ли это вообще воспринимать как вот готовый инструмент, нам Майк показал, мы теперь можем идти с этими инструментами и сразу станем хозяевами. Так ли это? No, they're I mean, a little bit false in a sense. Нет, в каком-то смысле это не так, это неправда. An example of the sequence and an example of what we're doing in our consciousness. Вот как образец, да, этот слайд. Определенная цепочка, что именно делается у нас в сознании. It's possibly a map of the territory. It's helping you to map the territory of your consciousness and what you're doing in your consciousness. Это возможный вариант, да, возможная карта этой территории для того, чтобы помочь вам составить карту вашей территории, карту того, что вы делаете у себя в сознании. But you have to create your own map in a sense. Но, по сути, вам нужно будет создать свою собственную карту. It has to come from inside, from within you. Так, как она исходит изнутри, это должно от вас идти. Aha, now I just recognize I'm very attached to this person. Да, вот сейчас я обнаружил для себя, оказывается, я очень привязан к такому-то человеку. That's why I'm always trying to fix them and control them. Именно поэтому я все время пытаюсь его контролировать, поставить на место. Now, why am I attached? Because I'm needy of them. Oh, that's interesting. I didn't see that before. Now I see, yeah. А почему я к нему привязан? Оказывается, что я постоянно нуждаюсь в нем. Интересно, я никогда раньше этого не замечал, а вот теперь вижу. And this neediness is making me think of them in the bus when they're not there. Oh God, what am I doing? То есть вот это, то, что я нуждаюсь в этом человеке, заставляет меня думать о нем постоянно, даже когда его нету здесь. О Боже, что я делаю? So ultimately it's all about awareness, really. То есть в конечном итоге это, конечно, все связано с нашим сознанием. And one of the deepest beliefs that you will have to break through, that everyone has to break through, is that your unhappiness, your fear, your anger, your sadness are unnatural. И одна из глубочайших таких вещей, которые нужно для себя сломать, и всем тоже нужно сделать, вот это, что мои страхи, мой гнев, какие-то мои переживания, страдания, что это нечто неестественное. I can talk for hours about that. Я часами могу говорить на эту тему. But it won't make any difference for you until you, oh God, what? Now I understand, now I see. Что вот эти все вещи, вот перечислены, что они неестественны для меня. Можно часами про это говорить, да, но чтобы пришло, главное, это осознание. Так вот оно что. Вот теперь-то я вижу. I'm just pointing. Но я показываю сейчас, да. That's all I do. Да, указываю. Это все, что я делаю. Thank you, Mike. So we can tell that even this way of becoming a master is the way of freedom. Yeah. And it's our freedom how we would behave to become a master. So it is also my responsibility to make the map of that way. It is, yeah. It is. Thank you. Thank you. Уважаемые друзья, вот мы завершили как бы логически нашу встречу. Получается, что даже выстроить вот этот путь, чтобы стать хозяином своей жизни, своих мыслей и своего будущего, это все равно мой путь, это путь моей свободы. Да? То есть Майк не дал нам никаких готовых рецептов, он нам лишь со всей очевидностью продемонстрировал, что вот эта самая ответственность, она является корнем и, можно сказать, вот именно ответственность является рецептом к тому, чтобы стать по-настоящему свободными в этом мире, понять, что мы отвечаем за все, и за себя, и за то, какие мы в итоге, не какие-то внешние обстоятельства, другие люди и прочее. И вот осознание этого нас
будет потихонечку, день ото дня вести к тому, что мы станем хозяевами, просто вот станем хозяевами. Thank you very much, Mike, for your time and for such a great presentation. I think that everybody, all of us, will follow your slides after this meeting. I will. So it was really great and very insightful. Thank you. Thank you very much. Thank you. Пожелаем удачи книжному маяку. Еще много впереди интереснейших встреч. Спасибо, Александр, огромное за перевод великолепный. Спасибо Майку за его время. Дорогие друзья, ждем вас на книжном маяке на дальнейших событиях. Счастливо. Спасибо всем. Bye. Thanks a lot. Bye-bye. Thank you. Yeah. Bye. Thank you.